Это видео, наверное, одно из самых масштабных, которое я когда-либо делал. Но это стоило того. В этом ролике я вместе со своими тиммейтами провел огромное количество времени на анархии, а точнее 510 реальных часов. В этом видео есть все. Постройка масштабных ферм, таких как тотемов и золота. Очень много PvP и гриф невероятных баз, а также заработок десятков миллионов монет. Снимал я, если что, на сервере Акромайн. Не поленитесь зайти, ведь это стоит того. Ну а мы начинаем. Ну что ж, я захожу на Акромайн, никнейм у меня, если что, Inshirek 2001. Зайдя на сайт, я купил себе 3 кейса с донатом. Первый донат кейс и у меня донат Hero. Это самое худшее, что только могло выпасть. Второй донат кейс и еще раз донат Hero. В общем, как-то мне не особо везло. После Давид решил открыть донат кейс, и ему сразу же выпал донат World на 2 месяца. А вот я, открыв последний донат кейс, получил донат Гефест на 2 месяца. Анатолию, кстати, тоже выпал донат World. В общем, одному только мне не повезло. Я взял свой кит и отправился на РТП, и меня тэпнуло к какому-то данжу, в котором еще были адские руины. Но сам данж почему-то я решил не лутать. Ну ладно. Наша первоочередная цель — это, конечно же, заработать денег, так как пэхаться пока что было рановато. На первое время мы решили построить фармилку эндерменов, так как это самая нересурсозатратная ферма. Но пока что мы искали место для нашего будущего стэша. Мои тиммейты уже начали находить данжи, пока я, в свою очередь, копал хорусы и затем их продавал. Теперь надо заняться постройкой стэша. Проблем это не составило. Поубивав немного шелкеров, я зашел с админки, чтобы посмотреть, какой будет спаун рейд, если мы построим фармилку эндерменов. Чтобы было проще понять, надо ли ее строить в будущем или нет. Фармилку мы построили, и спаун рейд в принципе нас устраивал. В любом случае, для начала развития ферма неплохая. А спаун рейд был неплохой, оказывается. Эндермены так и текли рекой. Эту ферму мы реализуем в скором времени. Но пока я решил пофармить свой уровень. В бесплатных наградах есть много наград, которые могут нам неплохо помочь в развитии. После фарма уровня я подстриг немного листьев для нашей будущей фермы. В принципе, такого количества нам хватит. Мы отошли на 1000 блоков от спавна. После мы начали заниматься постройкой самой фермы. Во время того, как мы ее построили, заспавнилось 2 аирдропа. Толик полетел на груз, который был на РТП, а мы с Давидом, в свою очередь, на PvP сундук. Осталось буквально несколько секунд, и с ресурсов я взял только уникальную книжку на зачарование броненосец. А остальное я не смог взять. Однако Давид меня больше всего удивил, ведь у него было 2 шалкера, заполненных бафами. Я, конечно, с этого знатно прифигел. Толик, кстати, смог найти аирдроп, но там были топперы, а инвизок у нас не было. Да и сварить их было уже поздно. Я решил рискнуть, но топпер дал мне КТ. Да и ресурсы в любом случае я никакие не смог залутать. Осталось построить воронки, и все, наша ферма готова. Теперь можно на первое время пофармить монет и опыта. На самом деле я как-то офигел от такого неожиданного спавна эндерменов, и как оказалось, эта ферма очень даже прибыльная. Я решил постоять в АФК примерно 30 минут и как раз посмотреть эффективность такой фермы. Кстати, Анатолия, у которого был ник Сенпай, спалили, поэтому была большая угроза, что наш стэш найдут. Недолго думая, мы решили его сразу же перенести. Теперь у него новый никнейм Overcops, чтобы вы, если что, не перепутали. Недолго думая, базу решили строить в аду, так как здесь найти ее будет задачей практически невозможной. Раскопали немного территорию, поставили сундуки, ну и в принципе столько хватит, и начали переносить наши ресурсы. Кстати, Анатолий залутал кучу донатерских предметов. Можете сами посмотреть. Сначала я не поверил, ведь мы вроде как ничего такого не лутали. Но скорее всего он подобрал предметы с раздачи на спавне, которую я, кстати, не показал. От греха подальше я сложил это все в ЕК. Скоро заспавнится еще один груз на PvP арене. Все, груз заспавнился. Я незамедлительно забафался и начал лутать. Однако меня кикнул античит. Не знаю почему. Но зайдя снова, я просто офигел. Оказывается, я подобрал меч на добычу 5 и топовую кирку. Тиммейты еще вдобавок залутали шалкер огнестойки и силки, что не могло не радовать. Анатолий еще вдобавок залутал чарку и штаны Ахиллеса. Не успели мы залутать один, как тут же заспавнился другой. Давид меня тэпнул, и все уже было залутано, кроме топорика Ахиллеса. Давид, кстати, смог залутать талисман ниндзя. Плюсом еще один меч на добычу 5. Однозначно нам везло, что сыграет большую роль в нашем дальнейшем развитии. После лута аирдропов я решил попробовать поискать базы в Энде. Однако Давид уже нашел одну. Давид сам не знал, что там находится, но когда я открыл сундуки, я просто охренел. Там же был целый кит Акрона, и даже яйцо Ифрита и слизней, что было вдвойне хорошо. Только мне было непонятно, откуда у него кит плюс, если у Акрона его нету. Ну ладно. Потом я вышел из сервера, но мой тиммейт еще был в сети, и он
смог все записать. Давид долетел до границы мира и решил поставить приват, мало ли пригодится. Кстати, заспавнился лут в одном из данжей. Давид залутал первый столб, затем второй, ну и потом третий. Тотем бессмертия. Неплохо. Заспавнился новый груз на варпе PvP. Осталось 8 секунд до его открытия, и Давид начал лутать. В итоге он смог залутать офигительные ресурсы. Как итог, у нас уже 3 меча на добычу 5. Как же это все-таки вовремя, считая то, сколько ферм мы построим в будущем. Админ начал какой-то ивент, называется Ant Wars. Но как я понял, это PvP ивент, где мы будем заспавнены в большой тере землей. И нам надо будет искать в ней сундуки с лутом, чтобы выжить. Все, ивент начался. Найдя первый сундук, ничего интересного не было. В третьем сундуке была какая-то зелька. Еще в одном сундуке был алмазный меч. В принципе, это шанс выиграть этот ивент. Пока Давид копался, он нашел какого-то игрока, и PvP уже было неизбежным. Но Давид смог довольно-таки быстро его убить. Еще минус один игрок в невидимости. Давид подорвал немного ТНТ, но игроков не оказалось. После он убил еще одного игрока с броней. И вдруг неожиданно его начинает убивать игрок в невидимости. Но тот быстро среагировал и тоже его убил. Это был шанс выиграть донат кейс. Давид прокопался к еще одному игроку, и этот игрок тоже довольно быстро умер. В итоге Давид выиграл этот ивент, и ему выдали 4 бесплатных кейса с акроинами. Первый кейс 10 акроинов, второй 50, третий тоже 50, ну и четвертый 100 акроинов. В итоге у Давида на счету уже 250 акроинов, что однозначно пригодится нам в будущем. Меня все еще нету в сети, но Давид уже успел наварить целый дабл инвизик. Уже нашелся постоянный покупатель, который был готов купить 2 двойных сундука за 7000 монет за штуку. В итоге у Давида 150 тысяч монет. На PvP Грузия пехалось 3 топера, один из которых чуть не умер. Но оставалось совсем чуть-чуть до открытия груза. Давид смог взять аж целых 2 чарки. В общем, вы видите сами. Плюс еще бафы к нам в стэш. Теперь я наконец-то смог зайти на сервер. И первое, что я увидел, это то, что заспавнился airdrop на РТП. Уж слишком много их спавнилось, но на самом деле это не так. Такой airdrop спавнится каждые 1,5 часа. Я быстренько выпил инвиску и телепортировался к тиммейту, который уже был на этих кордах. На этом айре был еще какой-то алмазник и челик в незаритке, который начал на меня агриться. Во время PvP с алмазником я увидел Акриона, который был в топовом сете. Я, конечно же, испугался, откинул перку и надеялся ливнуть. К счастью, я смог от него убежать и спокойно тэпнулся на свою базу. Airdrop мне залутать так и не удалось. Проще было тэпнуться голом в невидимости и все залутать. Когда тиммейты меня снова тэпнули, там опять были эти топеры, которые не давали мне спокойно ждать появления airdropа. Осталось 5 секунд до открытия, я откинул перку и начал лутать. Потом на меня начала нападать целая толпа, и в итоге они меня убили. В принципе, я ничего там не залутал, да и плюсом был в какой-то алмазке. Кстати, никнейм Давида также спалили, и от греха подальше я решил пересоздать ему аккаунт. И перенес донаты и остальное по мелочи, в том числе и монеты. Теперь под конец дня я взял меч на добычу 5, поставил твинк фармиться, а сам пошел спать. Я уже спал, пока Давид пошел на варп PvP лутать очередной груз. Игроков там почти не было, поэтому Давиду удалось много чего залутать, но вы видите сами. После Давид прилетел еще и к airdropу, который был на РТП, на котором был еще и Lil Peep. Но Давид быстренько его прогнал, чтобы не втыкал. После к Lil Peep'у присоединился еще один игрок, и Давида начали уже гасить вдвоем. Но Давид все-таки решил лутать. После начал пехаться с этими игроками, но они забоялись его и ливнули. В итоге он тоже пошел спать. На следующий день я увидел, что не так уж и много перок я смог нафармить. Постояв еще немного в АФК, я сложил все свои перки в сундуки, после чего вышел с сервака. Всякий раз, когда меня не будет, я буду говорить от лица Давида, так как он снимает почти всегда. Еще один PvP сундук. Давид даже смог залутать полсета топовой брони, однако кто-то дал ему КТ. Но Давид, спрятавшись, смог спокойно ливнуть. Не знаю, откуда у Давида такая тяга к airdропам, но тут-то и понятно, тут и попехаться можно, и лут топовый залутать. Кстати, Давид встретил админа, которого он начал проносить. Давид ему снес почти все хпшки, однако тот успевает вовремя среагировать и ливнуть. Airdrop был важнее, плюсом надо было еще тэпнуть тиммейта, вдвоем да не в обиде, как говорится. Тэпнув тиммейта, Давид вернулся к тому, чтобы его слить, но тот все равно боится и ливает. Сундук открылся, и ресурсы были довольно-таки неплохие. Кстати, шлем был максимально топовым, посмотрите на одни только чары. Этот админ начал еще пытаться подорвать его кристаллами, но Давид не поддался провокации и просто ливнул. Пехаться с ним не имело смысла. После Давид решил немного поискать базы, что было безуспешно. Потом он полетал немного в аду и нашел 2 спавнера эфритов с легкими заданиями для получения спавнера. Первое задание было поставить 64 Рос Визера. Давид их заранее купил и поставил. Следующее задание
задание было уж чересчур. Это привести странствующего торговца рядом со спавнером. Поэтому было гораздо проще купить спавнер за окроины. Заспавнился новый PvP сундук. Давид сложил ресурсы, выпил зелье невидимости и отправился на варп PvP, где игроков было уж очень много. Но Давид ничего не смог залутать, кроме полстака гэплов. В итоге Давид отправился выполнять задания для другого спавнера, в надежде, что они будут нормальные. Поставив 2 стака ТНТ и стак обсидиана, он выполнил первое задание. Второе задание меня аж самого поразило в шок. Вопрос в том, как 5 слизней могут оказаться в аду. Это, если что, обычные, а не магмовые. Давид снова начал продавать зелья невидимости по 4000 монет. Заспавнился новый airdrop. Давид быстренько на него прилетел. Там уже были какие-то топеры. Давид скинул первого, но к нему присоединился снова админ, который, видимо, съел чарку. Ну, Давид, в принципе, неплохо так его проносил. Надо было помочь Анатолию, он был на грани смерти, но он был в инвиске. Но Давида начало прожимать уже 2 игрока, после чего они ливнули. И к ним присоединился еще один игрок. Давид чуть не слил Акриона, который смог на удивление ливнуть. И уже админа, который тоже забоялся и ливнул. Остались буквально считанные секунды, но тут врывается Акрон. Давид решил лутать аирдропы, в итоге Давид смог даже залутать 2 чарки и прочие ресурсы. Давид снова пошел на этих топеров, но они снова начали ливать. Акрон начал копаться, но скорее всего у него были кристаллы. Давид был выше этого и решил ливнуть. Анатолий, кстати, смог залутать 2 донатерских книжки. Неплохо так в самом начале развития, не так ли? Уже начался новый ивент, где игроки должны дуэлиться друг против друга, и выиграть сможет только один. 15 минут спустя участников стало значительно меньше, и тут настала его очередь. Он пыхался против того самого Акриона. Все, бой начался. В принципе, они были на равных в плане PvP, но Давид чуточку был сильнее. И вот началась самая жесть. Начали спавниться разбойники. В итоге куча разбойников начала нести за этим Акрионом. Казалось бы, он должен был его убить, но из-за разбойников получилось наоборот. После Давид полетал немного в Энди, полутал немного данжей, залутав элитры, после заспавнился еще один PvP груз. Их уж слишком много, поэтому я постараюсь показывать их максимально кратко, так как именно в этих местах было очень много PvP. Он его залутал, после чего начал продавать элитры по 250 тысяч монет за штуку. После отправился снова лутать элитры в данжах. После начался PvP ивент. Я покажу вам только самые лучшие моменты, а их было уж точно много. Все, ивент начался. Давид уже смог подорвать одного игрока. После Давид еще умудряется проносить другого игрока. По его же ошибке он проносит ему еще один тотем. Ну и в конце концов его убивает. Шансы выиграть этот ивент значительно повысились. Давид уже переключился на другого игрока, которого тоже с легкостью начал проносить. Но случайно дропнул себе же тотем. Немного хитрости, он снова дропнул ему тотем. Шансы на его выживание равнялись нулю. Давид переключился на другого игрока, которого с легкостью подорвал кристаллами. Еще один игрок, который думал, что его никто не видит. Давид начал его прожимать кристаллами, дропнул ему тотем и убил его. После он набросился на еще одного игрока, подропав ему также кучу тотемов. Давид не мог убить игрока, так как он полностью застроился, и тут самое эффективное было просто туда неожиданно прыгнуть и начать его прожимать. Давид его даже умудрился как-то подорвать кристаллами. Однако это был уже другой игрок, а тот игрок уже смог ливнуть. Этот игрок закрылся в обсидиановой коробке, но убить его была не помеха. Он просто подкопался и начал ставить кристаллы, подропав ему тотемы и в итоге убив. Мне порой кажется, что он каждого первого подропал на этом ивенте. В итоге Давид остался последним, и он выиграл этот ивент. Обычно за первое место дают донат-кейсы. Скорее всего, это и была та награда, но как ему сказали, ее выдадут чуть позже, в силу того, что админов не было в сети. Давид снова начал лутать элитры, после их продавать. Из кейса с акроинами ему выпало 750 акроинов. Оказывается, это была единственная награда за ивент. Кстати, не знаю откуда, но у него уже была фармилка эфритов. Я на самом деле не знаю, откуда она у него появилась, ведь реков, как он ее строил, не было. Но считая то, что он на все акроины купил спавнера эфритов, скорее всего, он построил ее, пока меня не было в сети. Давид начал продавать зельки уже по 1000 монет за штуку, и игроки начали быстро ее скупать. Затем Давид перенес все ресурсы с фармилки к нам на базу, что, скажу я вам, было немало. Мы начали готовиться к новому аирдропу, он уже заспавнился, я скопировал координаты и отправился его искать. Пролетев 2000 блоков, я наконец-то добрался до него. Тэпнул туда своих тиммейтов, и мы начали ждать его открытия. На удивление, кроме голых, там никого не было, но я ничего не смог залутать. Как оказалось, Давид залутал самые топовые предметы и умудрился даже убить хелпера, который тоже подсосал ресурсы. И, к сожалению, заюзал талик. Я, к сожалению, не смог записать, но Анатолий кого-то убил, и у него была уже полунезерка. Немного спустя мы начали байтить игроков. Один, кстати, повелся. Но убив его, оказалось, что у него не топовый сет брони, а просто броня на вторую защиту. Поэтому
поэтому я решил все ему вернуть. Но теперь начинается самое интересное. Мы начали делать эскиз нашей будущей фермы тотемов, которая будет приносить двойные сундуки тотемов, и это не шутка. Но для начала мы зашли с админок и начали ее строить как эскиз, чтобы проверить, эффективная она или нет. Немного гемора, и наша заготовка была полностью готова. После мы начали ее тестить. Самый огромный плюс этой фермы в том, что можно стоять в АФК. Поставив в АФК полминуты, там было уже 3 тотема. Думаю, не стоит объяснять, как мы сломаем экономику сервера. После мы внесли небольшие коррективы, и в принципе все готово. На самом деле я даже представить не мог, насколько это прибыльная ферма, считая то, сколько заклинателей там спавнится. После мы решили сделать замер на 1 час, и в итоге получилось 4 двойных сундука тотемов. Все замерив, что и как строить, мы отправились пока что на вар ПВП, так как заспавнился груз. Довольно-таки странно, как некоторые ресурсы я не смог залутать, ведь я должен был их подобрать, но, видимо, случилась какая-то фигня. Я решил, что будет лучше ливнуть, чтобы не потерять залутанные ресурсы. Сложив ресурсы, я снова отправился на вар ПВП, и в итоге какой-то тип начал меня проносить, и как оказалось, это был мой тиммейт. Да. После ПВП я решил вызвать того челика на проверку, многие говорили, что он читер. После проверки мы нашли у него читы, проверив его дальше, у него остались данные от этого чита, но мы решили его пожалеть и не банить. Ведь на момент того, как мы пехались, он был без читов, да и чит он запускал очень давно. После мы прилетели к еще одному airdropу и начали ждать. Давид залутал что-то по мелочи и начал убивать голых. Однако я в свою очередь смог залутать почти полный сет топовой брони. Это был сет Святого Микаэля, который был самым имбовым. После я начал убивать босса на Warp Cave, и убив его, лут меня не впечатлил. После все пошли спать, а мне надо было добыть все ресурсы для постройки фермы тотемов. Первое, что я начал делать, это добывать редстоун. Столько, я думаю, хватит. Скрафтил половину необходимого, после я начал добывать дерево, затем копать землю. Я решил немного передохнуть и залутать данж, и хотел даже слить алмазника, но тут нарисовался его дружок Топпер, который довольно быстро меня убил. Я решил попробовать попросить свой сет обратно, потом какой-то челик пишет ТП. И в итоге, тэпнувшись, он написал это. Где логика? Непонятно. Теперь надо было скрафтить торт, правда я уже не помню зачем, но это было как-то связано с фермой тотемов. Немного терпения, ну и немного ведер молока, и самое трудное было позади. Правда я без понятия, зачем нам нужен был торт, ну ладно. Также заспавнился груз, однако я ничего не смог залутать. Теперь надо найти ледниковый биом. Теперь накопать лед шелковым касанием. Ну и также обокрасть хату жителя. Однако это было не то, и найдя то, что надо, затем я скрафтил синий лед. И по сути все, что надо, я скрафтил. От греха подальше я решил этот шалкер с ресурсами выставить на аукционе, а сам поставил аккаунт фармиться на фармилке, а сам пошел спать. Зайдя на сервер, я был удивлен, ведь нашу базу так никто и не нашел. Я отдал все шалкера Анатолию, чтобы тот начал строить эту ферму. Теперь в роли главного выступает Давид, так как я в это время был занят. Первое, что нужно было сделать, это перенести жителя. После начало происходить то, что обычно происходит в Огайо, ну или в Челябинске. После Давид дал имя жителю и начал его переносить на ферму. Пока Давид плавал, он нашел нашу ферму тотемов, которую мы построили в креативе. Мы отплыли далеко от этой фермы, после начали ее строить. Самое трудное было это затащить жителя. Аллилуйя, наконец-то они смогли его затащить. Осталось просто построить саму ферму. Для вас это несколько секунд в реплей моде, а для моих тиммейтов целый час гемора. Вроде как все было готово, и осталось получить дурное знамение. Ух, нелегкой это было задачей, они спавнились уж слишком редко. Но у Давида все-таки получилось. Теперь осталось просто стоять в АФК и надеяться, что все будет нормально. Но все-таки ферма иногда давала сбои, но от этого она не переставала быть чрезвычайно прибыльной. Вроде как ферма работала, но была одна проблема, которая заключалась в дурном знамении. Он мог просто сбрасываться. После я зашел на сервер и начал думать, в чем же может быть проблема. Затем я зашел с админки и уже начал тестить на нашей предварительной ферме, которую мы построили в креативе. Вроде как проблема заключалась в таймере, который был чересчур большим. Эту проблему мы исправили, но за ней появилась другая. Это вот эти маленькие полупокеры, которые проходят сквозь любые блоки и могут убить кого угодно. Но вскоре мы постараемся это исправить. Но тут неожиданно начался тот же ивент, о котором я раньше говорил, где надо пехаться 1 на 1. Прошло много времени и наконец-то наступила очередь Давида. Против него был какой-то нубик, который только зашел на сервер, поэтому убить его проблем не составило. А вот уже моя очередь. Я пехался против Акриона. Пехаться он тоже особо не умел, поэтому я сразу же его слил. Теперь второй
раунд. Но тут уже пришлось попотеть, но немного спустя я дропаю ему тотем, после чего полностью убиваю. Спустя 20 минут я снова был тэпнут, и уже с каким-то Акрионом. Все, ПВП началось. Он особо пэхаться не умел, но чтобы его убить, пришлось повозиться. Я дропнул ему тотем, после он залагал, и я подорвал его кристаллами. На втором раунде он тоже стоял АФК, поэтому я решил его просто подорвать кристаллами. Остались мы трое, я, Давид и еще какой-то игрок. Нас тэпнули, после чего мы начали ПВП. Думаю, не стоит объяснять, что никто не знает, что мы с Давидом тиммейты. Но это не значит, что мы были в этом случае тимой. Давид успешно убивает Хелпера. Теперь остались только мы вдвоем. Казалось, я мог бы пронести его, но он вовремя начал подрывать меня кристаллами, после чего я умер. В итоге Давид занял первое место, а я второе. Давиду выдали Акрона на месяц, а я в свою очередь выиграл Donut World на 30 дней, что по сути уже было круто. Однако, я решил его обменять на Мега Донат Кейс, с которого может выпасть Акрион. Ну что ж, осталось выбрать сундук. Я закрыл глаза и, кликнув по рандомному сундуку, мне выпал Венгер на 2 месяца. Это было самое худшее, что только могло выпасть. Кстати, пока Давид переносил тотемы с нашей фармилки, он смог насобирать целый дабл тотемов. Давид начал продавать их по 20 тысяч. По сути, дав знать другим игрокам о существовании нашей фермы. Я решил попробовать пофармиться. Теперь мне надо было убить поборника с флагом, чтобы получить дурное знамение. Убив поборника с флагом, я получил это дурное знамение. После я перезашел, и оно сбросилось. Да. Все, теперь я стал ОФК пофармиться, и как раз посмотрим, что с этого получится. Все-таки проблема осталась той же. Давид начал снова заполонять весь аукцион тотемами, просто подписывая нам смертный приговор от других кланов. После уже я начал продавать эти тотемы, так как оставлять их на базе было глупой идеей, а так их либо купят, либо они останутся храниться на аукционе. Эта ферма была скорее полуавтоматической, так как за ней надо было все равно следить, и затем снова идти набивать дурное знамение. Кстати, чекнув болтоп, я был уже на первом месте, так как Давид мне тоже скинул монет, и для третьего дня с момента вайпа это было очень даже круто. После я вернул все деньги обратно Давиду. Мы пошли на груз, где, кстати, был топпер, которого Давид в легкую слил. После там был еще go to buy, однако ему все-таки удалось ливнуть, и только благодаря его тиммейту. Осталось 30 секунд, и на Давида набросилось 2 топпера. Открылся airdrop, в котором был донатерский тотем, поэтому Давиду надо было ливнуть. К тому же эти игроки начали нарушать правила сервера, дав ему КТ во флая. Я же в свою очередь начал стоять в АФК и фармить тотемы. Потом смог даже что-то подсосать. После я вместе с Толиком продавал тотемы по 15 тысяч. Как он говорил, их скупают очень даже хорошо. Но как мне кажется, такой ценник сломает экономику в целом. Также Анатолий сказал, что на границе мира целый клан строит себе базу. Я, конечно, от такой халявы решил не отказываться и просто прилетел к границе и начал ее искать. Что, кстати, у меня получилось. База еще находилась на стадии постройки, но потом ее надо будет загриферить, как только они перенесут все свои ресурсы. После заспавнился еще один груз, где я вроде как должен был, но не смог залутать чарку, что немного меня расстроило. Также я пособирал бесплатные награды за уровень. Затем с бесплатного боевого пропуска. В принципе, ничего из этого мне не понадобилось. Теперь я вроде как полностью решил проблему с фермой тотемов, поставив задержку чуть больше. И вот то, чего я больше всего боялся. Какой-то игрок написал, что у меня есть ферма тотемов. Я же все отрицал, так как потом ее будет искать почти весь сервер. После я начал собирать тотемы, и тут игрок спрашивает, откуда тогда у меня столько тотемов. Я же ответил, что просто скупаю их по 15 тысяч, а потом перепродаю. Это самое странное, что я только мог написать. Появилась новая проблема, это вредины, которые просто не давали нормально стать в АФК и фармиться. Как от них избавиться, я без понятия. Единственный способ это просто не отходить от компа во время фарма. Кстати, я смог нафармить почти двойной сундук тотемов. И к тому же у нас уже был дабл изумрудов. После мне начали писать, что я нечестно играю. И при этом на видео была ферма, которую мы строили в креативе. И тут уже было понятно, что кто-то уже начинает искать нашу ферму тотемов. Кстати, я отошел, пока Давид участвовал в PvP-ивенте. Ивент начался, и Давид начал уже прожимать какого-то игрока. Но после чего его откинули навсегда в бан. Скорее всего за читы. После он переключился на другого игрока, которого довольно быстро дропнул. После был какой-то Кратос, который прям люто прожимал. У него 100% были читы. Давид мог бы дропнуть Хелпера, но тот сам дропнул ему тотем. Но справедливость восторжествовала, и он наконец-то умер. Нам не давал покоя тот софтер, который каким-то образом еще не оказался в
в бане. У Гоутубаи осталось 2 хп, но ему не удалось ливнуть без дропнутого тотема. У Гоутубаи шансы выжить равнялись нулю, тем более ему снесли шлем. Теперь его окончательно убили. Остался этот недософтер, которого мы решили сливать втроем. Против читера можно. В итоге этот получеловек был убит. Теперь осталось убить Акрона, мы договорились с ним PvP 1 на 1. В итоге у него дропнулся шлем и также снесся тотем, но ему удалось ливнуть. В итоге он все-таки вылез из-под своей норы и был полностью убит. Теперь остался Давид и Анатолий. Давид отдал ему первое место, так как у него уже был донат Акрон. В итоге Толику дали уникальный топор Берсерка на остроту 9, который нигде нельзя получить. На самом деле лучше бы ему выдали донат кейс. Очередной PvP сундук на подходе, но из ресурсов я ничего ценного не смог взять. Однако Толик смог залутать томагавк и прочие предметы. Кстати, этот клан уже начал потихоньку строить базу. Я, если что, сейчас в невидимости, но эту базу однозначно надо будет загриферить в будущем, если, конечно, получится. На данный момент у нас уже 4 стака черепов Визера, поэтому загриферить ее не составит проблем. Потом какой-то игрок скинул мне какие-то ресурсы и даже кирку на эффективность 5. Настало время построить ферму золота, так как это имело очень много плюсов. Во-первых, можно будет фармить огромное количество опыта, и плюсом прокачивать фри, где за 100 уровень дают донат World и кучу акроинов. И во-вторых, у нас есть магазин, где можно покупать предметы за золотые блоки. Таким образом, мы не просто сможем сломать экономику, а захватить абсолютно весь сервер. Для ее постройки надо будет выкопать огромное количество обсидиана, поэтому мне дали самую лучшую кирку на бур, и мы отправились в Энд. После мы начали наши раскопки. Точнее, я в поте лица копал огромное количество обсидиана. Кстати, пока я копал обсидиан, мои тиммейты отправились на новый airdrop. На самом деле, это было чуть ли не единственное место, где можно посливать топеров, не считая ивентов. На удивление, все было спокойно, и топеров не было, благодаря чему мы смогли все залутать. Еще немного раскопок, и в итоге я смог накопать уже 4-й дабл обсидиана. Мы решили, что будет лучше сделать отдельный для этого стэш, чтобы не потерять в случае чего, ну если, к примеру, нас загриферят. Тиммейты, кстати, случайно подорвали меня кристаллами, и в итоге мы просрали топовую кирку. Также я залутал еще один PvP airdrop. Уж слишком их много в последнее время, но тут были еще какие-то игроки. Давид, кстати, смог дропнуть игрока, у которого был фуловый сет Ахиллески. После мы начали агриться на Сюрикена. После мы случайно упали в яму, что было даже к лучшему, ведь Златана мы слили и ресурсы также смогли подсосать. К нам присоединился его тиммейт. Потом мы начали тоже его прожимать, но зомбаки нам очень сильно мешали. После еще какой-то игрок на меня заагрился, и в итоге меня начали все прожимать. Я уже даже не понимал, что происходит, и в итоге я умер. Давид кого-то слил, я быстро подсосал ресурсы и ливнул на спавн. Там был топовейший сет Микаэля. Анатолий, кстати, смог подобрать мой инвентарь, что тоже не могло не радовать. Наверное, поэтому мы и любим ходить на такие аирдропы, потому что именно здесь самые лютые замесы, после которых можно всех посливать и поднять кучу топок. Брони было слишком много, поэтому надо было их рассортировать. Благо мы уже начали это делать, потому что их уж очень много. После Давид решил по приколу снять все чары с топовой брони. И вот что в итоге получилось. Не повезло. Наступил 5-й день выживания. В этот день Давид планирует построить ферму золота. Заранее подготовив блоки привата, Давид купил книжку на шелковое касание. Она будет нужна для раскопки льда в будущем. Затем он тэпнулся на хом, где была чья-то база. Подорвав ТНТ, ресурсы там были бомжатские. После подрыва второго ТНТ то же самое. Из ценного тут было только сердце моря, хотя не сказал бы, что это ценный предмет. После Давид накопал льда и скрафтил более скользкий. Теперь, когда все ресурсы в наличии, мы начали прикидывать, где ее можно будет построить. Теперь осталось ее просто сделать. На ее постройку ушло несколько часов уж точно беспрерывного строительства. Ну и по итогу вроде как все было готово. Осталось создать систему сортировки, чтобы в сундуки попадало только золото. На это тоже ушло достаточное количество времени. Финальный штрих и все, ферма полностью готова. Спавн рейд на этой ферме был просто безумным. Это идеальный способ фарма не только золота, но и опыта. Ведь за одну ночь фарма можно спокойно апнуть 500 уровень. Я сразу же отправил ТП Давиду, и я просто офигел от такого количества мобов. В итоге, постояв совсем чуть-чуть, был уже дабл самородков, перекрафтив которое получилось 10 стаков золота, что чуть больше одного стака золотых блоков. Заспавнился Айр, из ценного я смог залутать только чарку, но мой же тиммейт дал мне КТ, думая, что я подсосник, но это не помешало мне ливнуть. После аирдропа я немного поискал базы, и спустя немного времени я ее нашел. Я быстренько поставил метку, после чего полетел к этой базе. Мы немного раскопались, призвали Визера, но ресурсы там были не очень. В оставшихся сундуках ничего не было. В итоге наша фармилка была кем-то загриферена. Я это заметил только когда увидел, что меня кто-то убил. Я решил спросить у одного клана, но они отрицали, хотя это же было очевидно, что это они нас загриферили. Чтобы ее не терять на эту ночь, я решил все-таки ее застроить. Систему
Систему сортировки я уже не сделаю, но саму ферму доделать смогу. В итоге ферма была доделана. Также достроил сундуки и поставил аккаунт фармиться ОФК. Наступил 6-й день развития, и я был удивлен с того, что ее никто не загриферил. И у меня был уже 146 уровень, благодаря чему я могу получить донат World на 2 недели. После я начал собирать самородки и перекрафчивать их в золотые слитки. В итоге у меня получилось 1,5 стака золотых блоков. Кстати, мы решили протестить книжку на Броненосец 2, которая уменьшает урон от игроков на 2% за уровень. Когда у меня был 260 левел, я заметил, что каждый крит равен половине сердечка, что было ничтожно мало. Теперь настало время забрать все бесплатные награды. Вы видите их сами. Вот сколько в общем у меня получилось забрать, и вдобавок я получил донат World. Был большой риск, что нашу базу смогут найти, поэтому самое ценное мы просто переносили в шалкера, после чего продавали за огромное количество монет. Кстати, в общем у нас было свыше 150 тотемов, считая то, что хранилось в шалкерах у Толика, у меня и у Давида. Их никто не хотел покупать, поэтому мы их оставили на всякий случай. Еще Толик нашел какой-то стэш в Энди. Точнее не он, а его друг. Но ресурсы там были не очень. Новый аирдроп, а вместе с ним и топеры. Давид снес ему тотем, но не дропнул. После он застроился и ждал, пока Давид прыгнет. Но он просто откинул перку и начал его сливать. Но ничего из этого не вышло. Оставалось 20 секунд до аирдропа. Мы смогли залутать почти все, но топеров не было, поэтому мы решили ливнуть. Спустя 2 часа я уже нашел аирдроп и был в инвиске. Но это не помешало мне залутать топовую броню. Начался новый сплиф-ивент, но выиграть его, к сожалению, не получилось. Однако у меня было 3 кейса с акроинами, скорее всего, которые я получил с бесплатных наград. С первого мне выпало 150, со второго 500 и с третьего 200. В общей сложности у меня было уже почти 2000 акроинов. Залутал PvP сундук. Кстати, можете подсчитать в комментариях, сколько мы уже их залутали в общем. Также поучаствовал в PvP ивенте, где меня сразу же убили. Кстати, Давид уже смог найти какую-то базу. Подорвав ее, ресурсов там не было, зато был владелец региона, но, к сожалению, он смог ливнуть. Кстати, этого типа я решил вызвать на проверку. В итоге этот челик отнекивался, что он не может скачать Дискорд, что впервые слышит о Дискорде и тому подобное. В общем, я решил с ним не возиться и просто забанить. Но сначала я его убил и откинул в бан на 30 дней, а ресурсы отдал тиммейту, так как он его дропнул. Если что, не Давида, а Толика. Я вызвал на проверку еще его тиммейта, но тот тоже отнекивался. После я ему даже сказал, что он может зарегаться на сайте Дискорда, но тот говорит, что не может. В итоге я его тоже забанил на 30 дней. После я начал раздавать их базы, но для начала снес приват на его стэши с бочками и скинул корды в глобальный чат. Теперь уже снес сундуки другого софтера. Также я сломал спавнера. После я снес уже другую базу. Также я тэпнул всех игроков и удалил регион, чтобы они полностью залутали эту базу. Также забрал вещи с яка и раздал их на спавне. Пока я сносил того типа, мои тиммейты лутали аирдроп. Давид не все смог зарекать, однако, как мы видим, он убил какого-то топера. Но грузы залутали голое в невидимости. После Давид начал крафтить золотые блоки с фармилки золота. У него, кстати, получилось 4 стака золотых блоков. На еще одном грузе Толик смог убить Лил Пепа. Вот, кстати, что мы смогли залутать с этого груза. Кстати, те ребята, что делали базу на границе мира, уже смогли построить фармилку. Анатолий мне сказал, что где-то тут база, но чек на фриплей моде там ничего не было. Но там копался алмазник, так что он мог еще раз тэпнуться. И да, он еще раз тэпнулся, мы тихонечко подкрались и начали его проносить. После мы его дропнули, мы уже хотели вернуть ему ресурсы, как вдруг он начал нас оскорблять в чате. Поэтому мы решили их забрать себе. Кстати, теперь полились угрозы от этих челиков. Я им предложил 7 стаков золотых блоков в неделю, что в принципе было нормально, да и нам было не жалко. Проблему с фермой золота мы решили, осталось построить фармилку ифритов. Я купил 5 спавнеров, и в итоге у нас было уже 7 спавнеров ифритов. Много времени это не заняло, мы ее сделали миниатюрной, так как лавой почему-то они не сливаются. Да и в Энди ее найдут очень быстро. Не хочу спойлерить, но следующие фармилки мы будем строить именно в Энди. Осталось сделать воронки. Достроив склад, фармилка была полностью готова. Теперь можно стать в АФК и спокойно фармить палки ифрита. Также, чтобы нас не спалили, я полностью заполнил свой инвентарь эндерняком и порохом, чтобы другие кланы не думали, что наша фармилка находится в аду. Теперь я стал АФК, а сам пошел спать. Наступил 7-й день развития, и я не мог понять, почему я умер, пока фармился. И как оказалось, команда Fit не прописывалась автоматически, из-за чего я умер от голода. После я начал снова фармиться, пока Давид крафтил золото. И за один присест у него получилось скрафтить 17 стаков золотых блоков. И постепенно у нас накапливалось огромное количество золота. Давид решил немного попехаться на варпе PvP. И тут нарисовался один топер, которого можно было в легкую слить. Кстати, этот игрок был с щитами, поэтому самым разумным было ливнуть
от этого получеловека, если его вообще можно назвать сотворением человека. Однако это все равно не мешало Давиду его проносить, который еле держался даже под щитами. Он дропнул ему тотем, однако ему удалось ливнуть. Еще один аирдроп. И вот реса, которое мы залутали. Ну а теперь, наверное, самая жесть. Захожу я, значит, в реплей мод, так как у меня не было палок Ифрита, и тиммейты их тоже не брали. И как оказалось, там был хелпер Лил Пеп. Он каким-то чудом ко мне прокопался, что уже было максимально бредово, ведь шанс найти меня в аду практически равен нулю. Отмотав назад, я понял, что он скорее всего тэпнулся ко мне в режиме наблюдателя. Немного отлетел, после вышел с наблюдателя. Ну, в общем, тут все очевидно. Вы видите сами. И как ни в чем не бывало, начал прокапываться ко мне. Также я решил проверить с реплей мода, могу ли я видеть игроков Ваниши на примере Давида, который сейчас менеджера, и я не мог его видеть. Значит, скорее всего, так и есть. Он тэпнулся ко мне в ГМ3. После мы пошли с ним в отдельную конфу в Дискорде, где он полностью признался в содеянном. Ладно, я признаюсь, что я это сделал. Но тут было непонятно, ведь они смогли так найти нашу ферму золота, но доказательств в этом случае, к сожалению, не было. Да и нашу ферму, если я не ошибаюсь, нашел вообще другой игрок. Он мне сказал, что он заработал 650 тысяч с проданных палок Ифрита, поэтому я снял эти деньги и перевел к себе на аккаунт. Как итог, я просто перевел те монеты, что он у меня забрал. И в принципе он уже был снят, зато не забанен по IP. И то за то, что он признался. Давид продает палки, которые нафармил с фармилки, и продав все, у него на счету уже было 500 тысяч монет. Анатолий слился каким-то топером, которые были на PvP арене. Поэтому Давид решил рискнуть и отомстить за него. После к нему присоединилось 2 игрока. Давид даже смог пронести одного. Однако он смог ливнуть только благодаря своему тиммейту. Давид кушает чарку и начинает дальше их прожимать. После Давид переключился на Златана. В общем, думаю, не стоит говорить про их уровень скилла, если один пэхается, и когда у него становится мало хп, начинает сносить другой. У Златана осталось 3 хп, но тот идет дальше ливать. Короче, они даже вдвоем не могут его слить. Хотя инвентари у них почти такие же, как и у Давида. Как итог, эти 3 топера, если их вообще можно такими назвать, просто от него ливнули. Давид собрал себе инвентарь и снова пошел на варп PvP. Спустя 5 минут на него начал нападать тот же чел, что и сливался. И снова эти ески пока одного проносят, другой начинает его защищать. Давиду снесли тотем, и уже на помощь к нему пришел его друг. И тут же венгер снес одного, и остался его дружок. Но этот игрок забоялся и просто ливнул. Потом еще кто-то написал, что он без щитов 0. Правда, какие читы, непонятно. Давид тэпнулся на ферму золота, которая была уже у другого клана. Но они, скорее всего, и грифанули нашу ферму. Но если они снесут нам, то мы снесем их ферму. В принципе, все логично. Кстати, один из его дружков ливнул с проверки, когда Давид хотел проверить его уже на своем аккаунте с менеджера. В итоге он был забанен на 30 дней. После начался новый ивент. Я люблю такие ивенты, потому что там самые лютые PvP замесы. Один игрок решил схитрить, но это ему не помогло. Давид ему спокойно снес тотем. Потом еще один тотем. Еще один топер, которого мы проносили вместе с каким-то челиком. И в итоге, непрерывно хавая гэпла, ему это не помогло. И как итог, он был убит. В итоге Давид упал в яму, и уже несколько игроков пыталось его снести. Но у них ничего не получалось. В итоге их бездарность достигла того, что они начали прожимать его вдвоем. Если что, это было запрещено на ивенте. Давид смог ливнуть, но его уже прожимал какой-то тип, который дропнул ему талик. Потом еще какие-то топеры на него набросились. Благо, ему удалось ливнуть. После того, как он ливнул, он переключился уже на Go to Buy, которому смог снести тотем. Кстати, на этом ивенте снова был софтер. Может, это не софтер, но тут уже после ивента будет понятно. Но, к сожалению, Давида смогли подорвать кристаллами. И как итог, он умер. После Давид решил проверить, играет ли он с щитами. И на самом деле подозрения есть. Были также подозрения, что тот хелпер, которого сняли, играет с щитами на твинке. Поэтому после ивента он решил вызвать его на проверку, но щитов у него не было. Теперь я начал всегда проверять реплей мод. И как итог увидел, что админ тоже тэпнулся на мою ферму. Но после он сказал, что он просто проверял точки дома того хелпера, который был снят. Давид также купил 3 спавнера ифритов, чтобы ифритов спавнилось больше. Теперь уже я зашел на сервер и начал продавать палки ифрита, которые смог нафармить в АФК. Продав их все, на моем счету уже было почти 2 миллиона монет. Но это еще мелочи по сравнению с тем, что будет в будущем. Но в топе по балансу я был только на 3-м месте, хотя до этого я был на 1-м. Также я забрал бесплатные награды, где я получил 3 спавнера, яйцо гаста и еще 200 акроинов. После я стал фармиться на ферме золота, которая уже
уже не должна быть загриферена. Я стоял, чтобы апнуть свой уровень до 180 и открыть кейс с акроинами. Давид, как всегда, был еще в сети. Кстати, у нас уже был почти двойной сундук золотых блоков. На аукционе никто не хотел покупать гэплы и тотемы, поэтому Давид снял их с аукциона и сложил в стэш. Я апнул 180 уровень и начал открывать кейс с акроинами. И мне выпало 150 акроинов, но считая то, что это бесплатно, сойдет. Теперь мы начали задумываться над постройкой масштабных фармилок в Энди, но для этого надо было очень много акроинов. Поэтому первое, что пришло в голову, это фармить награды через фри, создавая твинки. Я зашел с твинка, взял меч и отправился фармиться на ферме золота, а сам лег спать. Наступил 8-й день развития, и как всегда Давид на варпе PvP кого-то поджидает, чтобы убить. На него уже напал какой-то топер, но он был под чаркой, поэтому пронести его было трудно. Но вдруг он начал ливать, и он был убит. Ну какой-то голый хотел все подсосать, но Давид вовремя среагировал. После его друг все подсосал, и это был тот момент, когда без биндов было никак. Но у него их, к сожалению, не было, и теперь осталось ливнуть. Потом Давид напал на еще одного, но тому удалось вовремя среагировать. И снова два каких-то игрока начинают бить Давида. Они начали его люто проносить, поэтому тот завязал нейрополимер и ливнул от них. После Давид вернулся, и тот чел был без своего дружка, благодаря чему Давид его почти слил. Но тот начал ливать и все-таки смог уйти. Кстати, его друг кого-то дропнул в Энди, скорее всего это был тот, с кем Давид пэхался до этого. Не знаю почему, но Давид начал его же и сливать. Наверное, он его предал или еще что-то, о чем я не знаю. К тому же был груз, с которого Давид смог залутать какие-то предметы. После он хотел слить топера, но тот забоялся и ливнул. Кстати, пока я фармился, я смог апнуть 100-й уровень, это считая то, что я стоял ночью. Потом я решил еще немного пофармиться, но тут кто-то сквозь блоки начинает меня бить. Я сначала не понял, что вообще происходит, но зайдя в реплей мод, оказалось, что к нам уже кто-то начал пробираться. Это были какие-то бомжики. Потом я снова захожу на сервер, и там опять кто-то фармится. Один меня начал тупо убивать и в наглую фармиться. Пока я там разбирался с фермой, Давид был на аирдропе, где, кстати, были какие-то игроки. Скорее всего, с того же клана, что нас и загриферил. Давид захавал гэпл и начал с ним пэхаться, но потом он куда-то начал копаться, скорее всего, чтобы зажать кристаллами. Но, как оказалось, он там кого-то убил. Давид хотел его подорвать, но не получилось. Он решил ливнуть, так как смысла от такого PvP не было. После Давид тэпнулся к тому игроку и начал ему угрожать, но это не имело никакого смысла. Теперь Давид занялся перестройкой, чтобы туда никто не смог пробраться. Вроде как все готово. Теперь никто не должен меня слить. Теперь я решил снова попробовать пофармиться, но меня все равно как-то убили. И зайдя в реплей мод, я увидел, что какой-то игрок бил меня сквозь блоки, что было крайне странно. Я вызвал его на проверку, и он сам признался, что он с щитами. Как итог, я его просто забанил по IP. Затем я снес всю его базу, после создал варп, чтобы игроки забрали все ресурсы. Но все-таки было обидно, ведь из-за этого получеловека я профукал свой меч на добычу 5. Теперь они уже никак не проберутся ко мне. В принципе, было бы довольно удивительно, если бы на такую ферму никто не обратил внимания. Пока я фармился, я смог получить еще 3 кейса с акроинами. С первого кейса мне выпало 400 акроинов, со второго 250, с третьего 400. В итоге на твинке у меня было уже 1600 акроинов. Начался новый ивент, где было 2 команды. Это было что-то по типу Бэдварса, но в стиле анархии. Давид понял, что не забрал награды с боевого пропуска, поэтому он решил пожульничать, и в итоге у него было то, что не было у других. Все, PvP режим был включен, но, к сожалению, Давид упал в лаву. И заюзав тотем, он еще остался в живых, но в итоге умер. Ивент начался заново. PvP режим был включен, после Давид кинул фаербол на их базу, но, к сожалению, его убили. Ну и последний, третий ивент. Давиду даже удалось кого-то убить, но тут его тиммейт случайно подорвал нашу базу. После Давид решил его убить. Потом Давид тоже умер. Кстати, Давид скинул корды от какой-то фермы золота, скорее всего другого клана, и предложил загриферить ее ночью. Теперь уже я зашел со второго аккаунта и купил 8 яиц ифрита для будущей фармилки. Теперь мы начали постройку нашей фармилки ифритов в Энди. Раскопали территорию, залили водой, сделали хранилище сундуков, ну и теперь фармилка вроде как была готова. Осталось поставить спавнера. Давид дал мне спавнера, и я начал их расставлять. Пока я их расставлял, я случайно мискликнул и потерял одно яйцо ифрита. Поэтому я докупил еще 2. Теперь я начал расставлять оставшиеся. Осталось поставить аккаунт фармиться на ночь и посмотреть ее эффективность. Я поставил свой твинк фармиться, а сам пошел на ивент. Как я понял, тут надо будет построить защиту и кидать в других фаерболы. В принципе, прикольно. Я что-то более-менее начал строить. Включили PvP режим. Я начал стрелять в какого-то типа. Одного, кстати, я даже помог убить. После я еще кого-то слил. И вроде как остался только я и этот игрок, которого я изначально пытался убить. Но, к сожалению, тот меня слил. В итоге мне ничего не дали, а победителю дали 2 кейса с акроинами. Я решил создать клан, так как в будущем он сильно пригодится, особенно в качестве хранилища огромного количества монет. Давиду нужны были кристаллы, поэтому он
начал строить фармилку над Бедроком, чтобы фармить слезы Гаста. Строил он ее примерно 20 минут. Ну и теперь осталось поставить спавнер Гастов, и все готово. Примерно за 10 минут он смог нафармить уже стак слез. Пока я стал АФК и спал, Давид перекрафчивал огненные палки в порошке, чтобы я с утра смог все продать. На следующий день Давид проверил, цела ли ферма золота, и начал дальше крафтить огненные порошки. В итоге уже получилось свыше 10 двойных сундуков. После Давид умудрился убить какого-то топера. Вполне неплохой сет. Потом на него напало опять 2 топера. Первого Давид в легкую снес, но его дружку удалось ливнуть. В итоге у Давида были топовые ресурсы, которые, как я понял, для него уже норма. Так как вскоре нам будет некуда их девать, так как места просто не хватало. По нейру было куча топеров, или просто челиков в невидимости. Один топер уже на подходе, и Давид забафался. Остались считанные секунды, и тут подбежал варежка. После того, как все залутано, Давид набросился на него и начал его проносить, а тот начал ливать в надежде уйти с ресурсами. Он ненадолго завис, но Давиду было достаточно, чтобы подорвать его кристаллами. Давид видел, в каком печальном положении этот игрок, и решил немного последить за ним, и в итоге пожалел его. Я, зайдя на сервер уже с 3-го аккаунта, офигел от количества огненных порошков. Это буквально миллионы монет. Я сложил все в сундук, а сам продавал все, что мы смогли нафармить. В итоге я смог заработать 2 миллиона 200 тысяч монет. Я забрал все бесплатные награды, и это, кстати, уже 3-й аккаунт, где у меня донат World. Думаю, не стоит говорить, сколько таких аккаунтов я создам в будущем. Затем я забрал все награды с боевого пропуска, но почти все я выкинул на спавн, так как я не видел в них смысла. Кстати, у меня на счету уже было 4 миллиона монет, а это был только 9-й день развития. На все окроины я купил яйца ифритов для второй фармилки. Начался новый ивент, я подорвал одного игрока кристаллами, но тут другой воспользовался моментом и снес мне тотем, после чего меня убил. На подходе был еще PvP груз, который я решил залутать в невидимости и с огнестойкостью. С нормального я смог только залутать меч Ахиллеса, ну и на этом все. После я поставил свой аккаунт в АФК, так как играть пока возможности не было. Через 2 часа я снова вернулся, и поджидая груз, мне кто-то дал КТ. Я горел, однако мне все равно как-то удалось уйти, после чего ливнуть. Давид обменял целый инвентарь золотых блоков на рассадники мобов, которые нам пригодятся для будущих фармилок. Да и другого смысла от этих блоков не было, так как на аукционе их никто не скупал. В итоге Давид смог купить полстака спавнеров. Вдобавок у Давида откуда-то было 3 кейса с акроинами, скорее всего с бесплатных наград. Открыв первый, ему уже выпало 1000 акроинов, со второго же выпало 100, а с третьего 250. В итоге на счету Давида было 1400 акроинов. Теперь Давид искал новую местность для постройки второй фармилки ифритов, поскольку она была очень прибыльной и легкой для постройки. После того, как Давид нашел подходящие координаты, он начал раскопки. В принципе, все уже было готово. Фармилка по сути та же самая, что и была до этого. Я поставил все 12 спавнеров, и вторая ферма была уже готова. Я накрафтил огненных порошков, после чего начал их продавать, и на счету у меня уже было почти 5 миллионов монет. Теперь я, кстати, топ-1 по балансу. Начался ивент, где надо было разрушить блок, который спрятан в рандомном месте корабля. На самом деле найти его очень легко, так как у нас есть динамит и еще вдобавок фаерболы. Прикольный ивент, особенно с пушками. Я решил зайти в центр карты, чтобы было проще отстреливаться. Затем я убил какого-то челика, и как я понял, мы выиграли этот ивент. Правда, я без понятия, что нам дадут в качестве награды. Пока я искал базы, тиммейт сказал, что админ начал тупо пользоваться ГМ-кой и скорее всего строил ферму золота. Пока я летал, я увидел забытую нами ферму тотемов, которая была уже давно как загриферена. Кстати, пока я летал, я нашел его же ферму золота, которую надо было загриферить, потому что даже я, будучи владельцем сервера, такого себе не позволяю. А какой-то чел тупо строит фермы в креативе и пользуется этими же ресурсами. Я тэпнул своего тиммейта, и мы начали думать, что можно с ней сделать. И конечно же, единственное было просто ее подорвать. Недолго думая, мы призвали Визера и начали ее сносить. Точнее, Давид, поскольку у него была доступна команда Fly. Когда ничего живого от этой фермы не осталось, мы призвали кучу Визеров и сделали скриншот, который отправили этому же админу. Какая же это красивая фотка. После Давид начал над ним рофлить и отправил фотку с подорванной фермой. Я выдал своему твинку все необходимое и поставил его фармиться. И в итоге у меня этой ночью будет стоять 2 аккаунта. И утром мы посмотрим, сколько денег я смогу заработать. Наступил 10-й день развития, и я начал думать, как же можно ускорить процесс продажи палок. Как итог, я нашел топовую фичу в айтем-скроллере и буквально за долю секунды мог все скрафтить, что ускорило процесс в десятки раз. После чего я поставил твинк дальше фармиться. Теперь повторил то же самое, но уже на другой фармилке. Весь процесс занял 5 минут. И с этого захода я заработал 1,7 миллионов монет. Теперь на моем основном аккаунте было уже 8 миллионов монет, и я начал дальше фармить палки. Через 6 часов Давид тоже начал их продавать, переведя все мне
мне. У меня на счету было уже почти 10 миллионов монет. Потом я снова повторил этот процесс, заработав еще 1 миллион. На PvP-ивенте Давид начал прокапываться к игроку, но тот вовремя спрыгнул, но ему это не помогло. Давид закрыл этого игрока, и он просто не мог ливнуть. Однако этот челик его же перехитрил и снес ему тотем, но админ тэпнул всех наверх. Потом Давид подорвал еще кого-то, и как оказалось, это был Толик. Потом Давид снес тотем игроку. Он решил под ним прокопаться, но пока что ничего не получается. И он даже случайно дропнул себе тотем. Но как оказалось, он все-таки убил того топера, и он занял первое место. И в качестве приза ему дали кейс с акроинами, с которого ему выпало 500 акроинов. Вполне неплохо. Для третьей фармилки пригодятся уж точно. Я зашел с твинка и на все акроины купил 2 яйца призыва эфритов. Самое время построить уже третью фармилку. Немного раскопок и почти все готово. Потом я нарубил немного дерева, так как на мое удивление у нас его не было. Да и в принципе откуда, если у нас одни только топки. Теперь я начал строить склад. После Давид дал мне спавнера. Ну и теперь осталось их все расставить. Ну и теперь осталось поставить в них яйца эфритов. Я купил себе меч фармилы, и теперь мой твинк начал упорно трудиться, уже на третьей фармилке. Теперь все 3 аккаунта были заняты фармом. Боюсь представить, сколько я смогу с них заработать. Ну что ж, наступил следующий день, и теперь надо все продать. С первого аккаунта я заработал 1,2 миллиона. Со второго я получил 3 кейса с акроинами, с которых я получил 1000 акроинов в общем. И кстати, на моем счету уже было 15 миллионов монет. Я их, если что, перенес на другой аккаунт. Ну и продав огненные порошки уже на другом аккаунте, я заработал почти 2 миллиона монет. Кстати, нашу ферму золота уже полностью снесли, но Давид решил все-таки ее достроить, но не сказал бы, что у него это получалось. На перестройку фермы у Давида ушло порядка нескольких часов, но как итог у него все получилось. Поэтому Давид со спокойной душой поставил свой аккаунт фармиться. Наступил 12-й день развития, и Давид как всегда собирал палки эфрита, после чего их продавал. И с одного захода он заработал 6 миллионов монет. Кстати, в общем у нас было уже 25 миллионов. Я перевел их Давиду, так как в то время я был не в сети, но через несколько дней я снова вернусь. Затем Давид переделывал самородки в золотые слитки. Как итог у него получился двойной сундук золота, хотя это еще был не конец. Уж очень много времени это заняло, ведь все сундуки были просто заполнены золотом. Как итог Давид смог скрафтить 9 стаков золотых блоков. Давид решил немного передохнуть и пойти на вар PvP, и как раз залутать airdrop. Кстати, на удивление он залутал почти все. Еще один кейс с акроинами, где Давиду выпало 750 акроинов. Давид решает немного попехаться, но этот игрок почему-то начал от него уходить. После админ начал раздавать ресурсы читера. Нашу ферму снова нашел какой-то игрок. Будет обидно, если эту ферму снова загриферят, ведь Давид ее только что перестроил заново. Тот игрок пытался загриферить нашу ферму, но Давид просто дал ему КТ и начал с ним PvP. Но он начал куда-то прокапываться, поэтому мы решили на него не идти. Новый ивент на тематику сумо, но у Давида не получилось его выиграть. Кстати, рядом с нашей фермой все еще был тот игрок. В принципе, его можно было слить. Толик сказал, что там у него трапка, поэтому Давид схавал чарку и начал дальше к нему копаться. Но кроме привата там ничего не было. Теперь уже мы втроем начали его прожимать. По сути, у него не было шансов на выживание. Но он начинает куда-то ливать. Ему это не помогло, и Давид сломал ему шлем. Давид начал ломать блоки, но тот успевает поставить блок привата. Этот игрок начал что-то замышлять. Видимо, он хотел нас подорвать кристаллами. Но взорвав кристаллы, он по сути нам же открывает путь. Но тот уже начал под нами копаться в надежде нас убить. Ну и как итог он просто ливнул. Его можно понять, но не надо было угрожать, тогда все было бы нормально. Однако Егор, друг Давида, смог его в легкую снести. Так что надеюсь, в следующий раз у него отпадет желание нас гриферить. Давид сложил все ресурсы. К airdrop'у начали подходить топеры, поэтому Давид сразу забафался и пошел за ними. Он начал его подрывать кристаллами, но с этого пока ничего не выходит. Но ему удается снести тотем, и также удается ливнуть. Давид ненадолго ливнул взять бафов, затем вернулся обратно и начал пехаться с тем же игроком, что и до этого. У Давида было буквально полсердечка, но каким-то чудом ему удалось захавать чарку. А airdrop уже был залутан, поэтому осталось только убить того игрока, который не дает ему покоя. Немного спустя Давид дропнул ему тотем и мог бы его уже добить, но тот вовремя откинул перку. Но когда он откинул перку, ему снесли тотем. Давиду пришлось захавать еще одну чарку, но, к сожалению, тот челик ливнул. Правда, непонятно было зачем. Ну ладно. Зайдя на сервер, я начал дальше продавать стержни эфрита, но заработал только 1 миллион монет. На другом аккаунте ситуация была получше, ведь продав все стержни, уже на нем я заработал 2 миллиона монет. В итоге у меня уже было почти 30 миллионов монет, что является рекордом за все существование сервера. Я решил, что лучше всего будет хранить эти деньги в клане, чтобы их можно было в любой момент снять. Кстати, как оказалось, в прошлом ролике меня загриферил Варежка, поэтому я решил ему отомстить. Мой тиммейт дал мне корды от его стэша, и я начал лететь к нему. Я добрался до этого стэша и начал все там сносить, включая шелки
сталкера. Затем просто поставил их на нашей базе, которую, на мое удивление, не могут загриферить уже 2 недели. Именно столько прошло с момента начала развития. Кстати, всего у нас был стак спавнеров. Куда их девать, мы не знали. Пока я искал базы на РТП, я смог найти одну. Правда, я не был уверен, что там хранятся топовые ресурсы. Я начал лететь к этой базе. Долетев, я поставил ситхом и взял все необходимое для грифа. Призвал визора и начал сносить базу. Но оказалось, она была прямо в упор со мной. Я решил убить визора, поскольку было проще подрывать ее вагонетками. Затем я их скрафтил. Приват был уж очень кривым, поэтому я начал тащить вагонетку с ТНТ. Поставив ее в самый центр, я начал ее подрывать. И ресурсы, на мое удивление, были не бомжатскими. Я начал быстро крафтить сундуки, так как я хотел перенести абсолютно все ресурсы, а потом оставить только самые крутые из них. Теперь я начал быстрый перенос ресурсов. Перенеся первую партию ресурсов, я начал проводить вторую вагонетку и взорвал ближайшие сундуки, и быстренько все перенес. Теперь на подходе уже третья вагонетка, подорвав которую посыпалось тоже довольно-таки много ресурсов. Ненужные ресурсы я решил сбрасывать для экономии места. Теперь осталось подорвать бочки. Подорвав их, никаких ресурсов не было. Теперь я начал забирать бесполезные ресурсы и оставлять только самое необходимое. Ну и в итоге у меня получилось 3 двойных сундука топовейших ресурсов. Рейд этой базы однозначно окупился. Однако в скором времени будут такие базы, от которых даже я был в шоке. Несмотря на то, что я добился почти всего, что хотел, я решил все-таки еще пофармить монет, чтобы в будущем попробовать у кого-нибудь купить донат-кейсы. Я перевел все деньги в казну клана, так как достаточно один раз меня убить, чтобы с меня выпало несколько миллионов монет. После я решил еще раз попробовать поискать базы. Но Толик уже что-то смог найти, но чекнув реплей моде, это была кем-то загриференная база. Чекнув в сундуке, у него было много алмазных сетов. Скорее всего, это была база обычного игрока или любителя X-Ray. Я продолжил искать базы, но чекнув реплей моде, я ничего не смог найти, кроме заброшенной базы. А, точно, я же ее вчера загриферил. Мы решили попробовать загриферить ту базу, которую мы нашли на границе мира в начале ролика. Но пока мы решили это отложить, пока не залутаем PvP груз. Кстати, к нам присоединился I Want to Skill. Его можно было в легкую дропнуть. Он хотел ливнуть, но у него ничего не получилось. Попытка номер 2, но у него также ничего не получилось. И теперь ему дропнули тотем, но, к сожалению, ему удалось ливнуть. На РТП был один варп. Варп Yes. Можно было бы попробовать в кого-нибудь позвать. И я решил попробовать. И Егор меня тэпнул Кратосу в топовой броне. Я его немного потерял, и найдя его, я начал сильно проносить. После чего мы наконец-то его убили. У него была Z4. В принципе, неплохо, но он был уж очень живучим, что мы вдвоем так долго его дропали. Тот игрок, кстати, тэпнулся к Толику и отдал нам все свои ресурсы. Как я понял, он ливает сервака, так как осталась уже 1 неделя до вайпа. Кстати, мы нашли чей-то приват, но это был временный. Скорее всего, тут было PvP. На данже, кстати, мы нашли какого-то челика в назаритовой броне. Продержался он всего 30 секунд, после чего мы его слили. У него был топовый инвентарь с сетом Ахиллеса. После мы решили убить босса, лут с которого нас не впечатлил, но все равно на такие ресурсы найдется какой-нибудь голый. Данная ситуация не была исключением. Мы решили попробовать грифануть того типа, но тут Давид тэпнулся к Анатолию и начал отдавать нам все свои ресурсы. Как вскоре оказалось, он ливнул сервака. Я сложил эти ресурсы. Теперь мы начали раскапывать территорию, но проще было заспавнить визора, да и дальше там был уже его приват. В данной ситуации нам очень повезло, так как мы смогли проломать пески душ, что даже визор не подлетал наверх. Как итог, мы добрались до первой стены этого привата. Потом мы призвали еще одного, но ничего из этого не вышло. Затем мы начали ставить блоки поршнями. Теперь можно было призвать визора еще раз. Мы призвали визора, но немножко криво, из-за чего он подлетел к другим визорам. В общем, ничего хорошего с этого не выходило. Мы решили попробовать в другом месте, но тут тоже ничего не вышло, поэтому мы решили просто забить на эту базу. Да и тем более был ивент, который был куда интереснее. Меня начали прожимать, но я решил, что будет лучше ливнуть. Я начал прокапываться к I Want to Skill. Я начал его прожимать в лаве, и почему-то я его даже критовал. Но благодаря этому я дропнул ему тотем. Потом я дропнул ему еще один тотем, но я решил, что будет лучше ливнуть, так как бафы заканчивались. Да и надо было подхилиться. Все-таки да, это была моя фатальная ошибка. Мне снесли тотем, после еще один, потом уже третий, но мне все-таки удалось откинуть перку. Я начал чинить броню и просто копать куда угодно, чтобы ливнуть. Но в лаве был баг на криты, поэтому он мне снес еще один тотем, и как итог я умер. Долго и мучительно. Открылся груз на варпе PvP. Я залутал немного ресурсов, потом начал сливать алмазника. Но алмазка меня не интересовала. Я все-таки решил вернуть ему все
все ресурсы. Даже дал немного своих. У меня все равно их было много. Какой-то игрок предложил мне корды от какой-то базы в обмен на монеты. Фармилка была не очень, но я согласился. Я перевел ему 500 тысяч монет. По сути, в 10 раз больше, чем это того стоило. Он мне скинул корды, и я отправился ее искать. Я нашел эту фармилку, и первое, что бросается в глаза, это кривой приват. Я раскопал территорию, чтобы призвать визора. Мы его призвали, теперь осталось ее подорвать. Мы снесли ему все спавнера. У него их было всего 8. Как оказалось, у него был еще какой-то склад. Взорвав бочки, ресурсов там не было. А вот подорвав сундуки, там что-то уже было. Но подрывали мы эту базу в свое удовольствие, да и ресурсы были не очень. Подорвали последний сундук, ну и теперь с этой базой уже все покончено. После я нашел еще одно предложение, где хелпер написал, что продаст корды какой-то базы. Я у него спросил, что за база, он мне написал, что там очень много ресурсов. Пообщавшись с ним в дискорде, он мне сказал ценник в 3 миллиона. Я снял деньги с клана, потом все ему перевел. Кстати, он мне показал эту базу, и ресурсов там было немерено. После чего он скинул корды и сказал, что она в Энде. Теперь я тэпнулся в Энд искать эту базу. Мне надо было пролететь примерно 1500 блоков, что было немного. Но прилетев, я так ничего и не нашел. И побеседовав с этим хелпером в дискорде, оказалось, что все должно быть правильно. Он мне еще раз скинул корды. И видимо, это я что-то неправильно написал, и мне надо было пролететь еще 600 блоков. И теперь я вижу этого игрока и базу, которую он смог найти. И посмотрев в сундуки, я просто охренел от базы, которую я смог найти. Но эта база была уж сильно похожа на ту, что есть у того админа. Поскольку у нас просто нету такого топера, чтобы у него было настолько много ресурсов. Я вам больше скажу, даже у нас после 3 недель развития столько нету, сколько на этой базе. И да, я в этом окончательно убедился, так как там было 2 тотема в одном слоте. Такое можно провернуть только с админкой. У него даже был целый дабл гэплов. Недолго думая, я решил сделать базу над Бедроком, чтобы ее никто не загриферил. Именно туда я и буду переносить эти ресурсы. Теперь на самый десерт мне осталось перенести все ресурсы. Мне это заняло примерно 20 минут. Может больше или же меньше. Ресурсы я перенес, теперь осталось перенести шалкера. Процесс этот был недолгий. Теперь у меня есть уже 3-й стэш, напичканный офигительными ресурсами. Скорее всего, я их отдам какому-нибудь игроку под конец вайпа. Наступил 19-й день развития. Мои тиммейты особо не заходили в игру, точнее они уже все забросили. Но в принципе у меня и так было много всего. Поэтому все время я мог или подрывать базы, или с кем-нибудь пехаться. Поэтому я то и делал, что искал базы. Я решил немного отвлечься на PvP-ивенте. Я снес тотем обычному игроку. Альвон Тускил умудрился даже кого-то снести. Я незаметно подкрался, я не мог его подрывать. Немного оттолкнул и начал его снова подрывать. Шансов на его выживание не было. Да и тем более я его уже убил. Потом ко мне подошел тот хелпер и снес мне тотем. Благо я успел вовремя откинуть перку. Я решил попробовать подкопаться под игроками. Но тут неожиданно меня кто-то начинает подрывать, после чего я умираю. Я тэпнулся на стэш, чтобы собрать себе какой-нибудь инвентарь. Но это уже было сугубо в свое удовольствие, так как мне всего хватало. Я предложил PvP 1 на 1 Акриону, с которым я в принципе до этого тимился. Я забафался, после начал подкапываться, но у меня не получилось. Я откинул перку, и если бы не эта перка, тот игрок снес бы мне тотем. Еще бы чуть-чуть, и он меня бы убил, но я откинул перку, что повысило мои шансы на успех. У нас у обоих были кристаллы, что немного затрудняло наше PvP. Просто к нему было нереально пробраться. Он начал куда-то копаться, я за ним, но как я понял, он решил поставить приват и за счет этого меня слить. Я выпил зелики, начал снова раскапываться, и тут наконец-то у него хватило смелости сразиться со мной, без кристаллов. Но когда у него осталось 5 хп, он начал застраиваться обсидианом. Кстати, пока мы сражались, заспавнился airdrop. И я не знаю, было ли это совпадение, но после того, как груз заспавнился, он решил ливнуть. Кстати, я пыхался, если что, с Егором. Он зашел с твинка и тэпнул меня на airdrop. Мы начали его ждать. На подходе уже были какие-то топеры. Я заранее забафался. Когда он открылся, я дал КТ инвиски и начал лутать airdrop. Но ресурсы меня особо не впечатлили. Потом начал ливать какой-то игрок. Убив его, у него был шалкер, наполненный силой. Я сложил все ресурсы. Я тэпнулся на варп, который был на РТП, и нашел какого-то игрока. Я ему дал КТ, после забафался и начал его проносить, но тот начал ливать. Я не особо хорошо пехаюсь, но инвентарь у меня был значительно лучше. Я решил прокопаться, но тут он начал меня зажимать. Я съел чарку и начал прожимать уже его. Как итог, он просто ливнул. У меня прошло КТ, и я уже думал, что он тэпнулся на спавн. Но не тут-то было. Я начал ставить кристаллы и даже снес ему тотем. Это чудо природы застроилось обсидианом. Он упал в какую-то пещеру. Так было даже лучше. Теперь у него меньше шансов, чтобы выйти отсюда. Он снова начал куда-то ливать, и когда я к нему тэпнулся перкой, он просто спрыгивал. Вместо того, чтобы пехаться, он просто пытался ливнуть. Благодаря чему я начал его проносить и дропнул ему тотем. Он начал меня уже доставать, как будто он боялся потерять свой сет. Смотря на миникарту, я понял, что он хочет позорно уйти. Я начал прокапываться, но, к сожалению, ему удалось ливнуть.
сливнуть. PvP мне немного поднадоело, поэтому я надел элитры и уже в который раз начал искать базы. И на мое удивление мне удалось найти. Она была не особо хорошо защищена. Скопировал координаты, теперь осталось ее найти и загриферить. И да, вот она. Я раскопался для спавна визора. Немного спустя я его призвал, и теперь я начал его проталкивать. Я до нее добрался, но мне надо было проталкивать визора немного ниже. Я призвал нового, и теперь все должно получиться. И да, я до нее добрался. И подорвав первые сундуки, я смог уже видеть чарку и донатерские тотемы. И даже меч на добычу 5. Ресурсы были вполне неплохие. Было видно, что база не заброшена. Я написал в чате, кому нужны ресурсы. И ко мне тут же тэпнулся I want to skill. Он уже знал, кто я, что в скором даже сыграет мне на руку. Я начал подрывать оставшиеся сундуки. Ресурсы, конечно, меня однозначно порадовали. У него было очень много брони. Я думаю, вы видите сами. Подорвав базу, тот хелпер попросил меня пофармиться на его ферме золота. На что я решил отказаться. Лично для меня это уже не имело смысла. Наступил 21 день выживания на анархии. И я просто летал по РТП в надежде найти еще какую-нибудь базу. В итоге мне удалось ее найти, которую уже кто-то подорвал. И я начал дальше летать на РТП. И я был в шоке, ведь мне уже в который раз удается найти базу. Я тут же помчался ее искать. Призвал осушителя, и теперь осталось подорвать все сундуки. Ресурсы были такие себе, но останавливаться было нельзя. Вроде как почти все было взорвано. Но тут еще была автозеливарка и вдобавок шелкера. Шелкеров было уж слишком много. Я написал в чате, кому нужны ресурсы от базы. После чего я тэпнул обычного игрока, поскольку хелпер уже был. И я просто оставил этого игрока наедине. Толик зашел на сервер, и мы отправились вместе с ним пехаться. Я забафался и снова увидел того хелпера. Мы начали его сливать. Кстати, тот игрок не промах и снес тотем Толику. Теперь уже и мне дропнул тотем. У него осталось все меньше и меньше здоровья, но тот успевает откинуть перку. И когда я к нему подошел, он мне снес еще один тотем. У меня прошло КТ, я купил себе тотемов и бафов. Он решил от нас ливнуть, но мы старались давать ему КТ и потихоньку ломать ему броню. Он снес еще один тотем Толику. Ему уж очень сильно везло, и в итоге он просто ливнул от нас. Настал финальный момент развития. И я договорился с хелпером купить у него 3 мега-донат кейса в обмен на 30 миллионов монет. Это было не особо выгодно, но на 5 кейсов он отказался. Я начал собирать деньги с казны клана. Сняв 30 миллионов, я перевел их гаранту. И спустя 3 минуты он мне купил долгожданные кейсы. После чего Анатолий переводит ему 30 миллионов. Эти 3 мега-донат кейса будут мне нужны для следующего ролика, чтобы получить донат. А выйдет он или нет, будет зависеть от того, какую активность вы покажете под этим видео, поскольку я очень долго над ним работал. Я тэпнул обычного игрока, после чего начал ломать всю свою базу. Ресурсов было уж слишком много, а ведь это еще только начало. Я тэпнул другого игрока на наш второй стэш. Сундуки я не ломал, так как все потом полетит в бездну. Я тэпнул его на свой третий стэш и начал ломать шелкера. Теперь самое интересное — сундуки. Ресурсов было настолько много, что мой FPS начал немного падать. Думаю, за такой контент я заслужил подписку на мой канал, но в любом случае я вас не заставляю. Правда, я без понятия, как он будет переносить эти ресурсы, но это уже его проблемы, а не мои. Я раздал все свои вещи с ЯК какому-то игроку. Теперь осталось отдать все 3 фармилки ифритов. Первую фармилку я оставил тиммейту, остальные 2 ему были не нужны, так что их можно было раздать. Следующую фармилку я отдал ему. Это, если что, тот же игрок, он просто зашел со второго аккаунта. На оставшиеся деньги я скупил аукцион и отдал эти ресурсы игрокам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Снимал я на своем сервере Акромайн, IP вы сейчас видите на экране. Всем пока!